Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим очень вкусный закарпатский яблочный пирог, или как его еще называют, закарпатский пляцок. Это очень вкусный пирог с песочной рассыпчатой основой. Внутри вкусная ароматная яблочная начинка, меренга, и завершает все это хрустящая корочка. Несмотря на то, что пирог выглядит сложно, готовится он очень просто. В описании под видео указано количество ингредиентов. В первую очередь очень аккуратно нужно отделить белки от желтков, так чтобы белок не попал в желток. Посуда должна быть абсолютно чистой и сухой. В миску просеиваю муку, добавляю разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар. Перемешиваю сухие ингредиенты. Сюда выкладываю желтки, сметану, сливочное масло комнатной температуры. Я добавила 50% масла и 50% смальца, просто потому, что он у меня есть. И в оригинальных закарпатских пирогах делают именно так. Если у вас его нет, то добавляйте просто сливочное масло комнатной температуры. Быстро замешиваю тесто, так, чтобы все продукты объединились. Долго мешать нельзя песочное тесто. Делю его на две неравные части, одна маленькая и вторая побольше. Та, что небольшая, я убираю в полиэтиленовый пакет и в морозилку, а та, что побольше, я убираю просто в холодильник. И пока займусь начинкой. Яблоки я очистила от кожуры и натираю их на крупной терке. Сбрызгиваю немного лимонным соком. Добавляю сахар и манную крупу, так, чтобы ушла из яблок лишняя влага. Также добавлю сюда ванильный сахар, потому что у меня не любят корицу. Конечно, в идеале, если вы любите, то добавляйте лучше корицу. Все это перемешиваю, начинка готова. Теперь в чашу миксера я выливаю оставшиеся белки, добавляю соль и взбиваю до пышной пены. Затем частями, где-то в 2-3 приема, добавляю сахар и продолжаю взбивать на высоких оборотах. Добавляю немножко лимонного сока, взбиваю не менее 10 минут до пышной устойчивой массы. Сверху должен быть отчетливо виден рисунок, и при переворачивании белки не должны выпадать из чаши. Затем добавляю сюда кукурузный крахмал и аккуратно перемешиваю снизу вверх, так, чтобы масса не осела. Вот такая стабильная меренга получается. Выпекать буду в разъемной форме. Дно устилаю пергаментом. Я не смазываю, у меня пергамент хорошего качества. Тесто жирное, поэтому достаточно будет тех жиров, которые внутри. И теперь я большую часть теста распределяю по основе, по форме. Если начинает тесто прилипать к рукам, то обмакиваю немного в муку. Сначала делаю из теста дно, а затем поднимаю, делаю бортики. Посыпаю манкой, где-то 2 столовые ложки. Делаю это для того, чтобы от лишней влаги яблочной тесто не было таким, знаете, сильно мокрым, чтобы оно все-таки было рассыпчатое. Потом сверху выкладываю начинку, разравниваю ровным слоем и затем меренгу. Тоже разравниваю. Достаю из морозилки меньшую часть теста и натираю ее на крупной терке. Распределяю вилкой. К этому времени духовка должна быть разогрета на 180 градусов. Пирог выпекается 45 минут. Ориентируйтесь на то, как подзолотится верх. Пирог вначале очень хорошо поднимется, ну а затем при остывании, конечно, меренга опустится. Убираю форму и выкладываю пирог на поднос. Вот такой красавчик получается. Забыла уточнить, что пирогу обязательно нужно дать остыть в форме. Очень нежный, тесто рассыпчатое, мягенькое, начинка такая вкусная, знаете, как повидло получается.
плюс меренга, и в завершение это корочка. Друзья, это очень вкусно, обязательно выпекайте. Если рецепт вам понравился, жду ваших комментариев. Поддержите, пожалуйста, меня лайком и подпиской. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Всем желаю мира и добра. Пока!